Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю посмотреть, как можно сделать самостоятельно декор в виде цифры на день рождения, юбилей, годовщину или любую другую знаменательную дату. Такое украшение смотрится очень нежно и изысканно, и все наши гости до последнего были уверены, что цифра украшена живыми гвоздиками. Правда, их всех мучил вопрос, где же я нашла гвоздики такого цвета? Ну что, приступим? В первую очередь нам понадобится трафарет. Я рисовала на миллиметровой бумаге, и если вам нужна именно цифра 5, то мой трафарет можно скачать по ссылке в описании. Дальше из картона по трафарету вырезаем 4 пятерки. Все 4 пятерки должны быть абсолютно одинаковыми, тогда цифра получится ровная и красивая. Несколько полосок той ширины, которой будет ваша цифра. У меня шириной 7 см. В общей сложности их длина должна быть примерно 3,5 метра. И два прямоугольника со сторонами 20 и 40 см. Вырезать нужно острым канцелярским ножом и обязательно подкладывайте что-то под картон, чтобы не прорезать поверхность, на которой будете резать. Полоски продавливаем скалкой и проминаем руками. Так они станут пластичными и будут принимать нужную форму. Кстати, можно сделать цифру всего из 2 пятерок, но тогда она будет хуже держать форму и будет менее прочная. Начинаем сборку. Берем 2 пятерки и одну полоску. Сначала приклеиваем к полоске первую пятерку, потом вторую. Клеить нужно начинать снизу, чтобы цифра ровно стояла и не заваливалась. Этот момент самый ответственный, поэтому уделите ему достаточно внимания. Для надежности как следует промазываем все стыки термоклеем. После того, как цифра стала устойчивой, вставляем оставшиеся 2 пятерки внутрь и фиксируем их термоклеем. Закрываем полоской всю торцевую часть пятерки. Стыки полосок также проклеиваем термопистолетом. На самом деле все делается достаточно легко и быстро, так что не переживайте, у вас обязательно все получится. Чтобы цифра была еще устойчивее, я приклеила ее на картонное основание. Для этого склеиваем 2 прямоугольника между собой и приклеиваем к ним по центру пятерку. После того, как цифра была собрана, я решила покрасить ее в цвет будущих цветочков, чтобы фон нигде не просвечивал. И на самом деле это было правильное решение, так как в итоге я не стала декорировать заднюю сторону пятерки. Ну а теперь переходим непосредственно к декору. Цветочки я буду делать из салфеток.
И сразу скажу, что цветы я делала из разных салфеток и особой разницы не увидела. Маленькие салфетки персикового цвета, однослойные, самые дешевые, стоили около 15 рублей за пачку. Желтые, большие, двуслойные, около 50 рублей за пачку. И коричневые двуслойные, самые дорогие, в районе 150 рублей за пачку. Из двуслойных салфеток получаются более плотные объемные цветы, но их дольше собирать, и при резке их слои почему-то как бы склеиваются между собой, что совершенно не упрощает работу. Из однослойных салфеток получаются более рыхлые цветы, но в целом эта разница не такая очевидная. Также можно соединять салфетки разных цветов, тогда получатся полосатые цветочки. От размера салфеток зависит размер цветов. Чем меньше салфетки, тем меньше цветы. Итак, чтобы сделать цветочек, нужно сложить салфетку пополам и еще раз пополам. Заметьте, салфетку мы изначально не разворачиваем, то есть в итоге она будет сложена 4 раза. По центру скрепляем салфетку степлером. Чтобы сделать из маленьких салфеток цветочки покрупнее, нужно взять 2 однослойные или 1 двуслойную салфетку и сложить ее уголком, то есть соединить 2 противоположных угла друг с другом. И скрепляем ее также степлером в центре треугольника. Вырезаем круги из всех наших заготовок, чтобы скрепка оказалась в центре. Теперь надрезаем наш круг бахромой по краю. Дальше я покажу, какие цветочки получатся, если не надрезать так кружочки. И по очереди, поднимая слой за слоем, сминаем кружочки к центру, формируя бутон. Первые слои сминаем плотно, последующие все слабее и слабее. У двуслойных салфеток получается аж целых 32 слоя, поэтому часть слоев я скручивала с изнаночной стороны, а потом выворачивала их на лицевую. Скажу честно, с двуслойными салфетками работать очень муторно, и я вам все-таки советую использовать однослойные, сэкономите время и нервы, или разрезать двуслойные салфетки пополам. Кстати, если в итоге скрепить 2 цветочка друг с другом, получатся очень симпатичные пушистые шарики для декора, которые можно подвесить над столом или украсить ими комнату. Как и обещала, показываю, какие цветы получатся из ненадрезанных кругов. Такие цветочки делают чуть быстрее, но на мой взгляд смотрятся они попроще и менее похожи на настоящие цветы, особенно сбоку. Как вы уже поняли, цветов понадобится много, очень много. У меня ушло 5 пачек салфеток, и не забывайте, что заднюю сторону я не декорировала. В принципе, цветы делаются очень просто, и у меня ушло 4 вечера по 2-3 часа. Но занятие это достаточно скучное, поэтому включайте любимый фильм или сериал и вперед за работу. Ну что, переходим к сборке. Сначала примеряем цветочки на цифру, смотрим, как лучше их расположить. После этого начинаем их приклеивать термопистолетом. Старайтесь располагать их поближе друг к другу, так расход цветов будет больше, но итоговый вид будет намного интереснее. Также я советую использовать в работе несколько оттенков салфеток, так цветы будут более реалистичными. В общем, в сборке нет ничего сложного, просто клеим цветочек за цветочком и не забываем задекорировать торцы. Заднюю сторону смело можно оставлять без декора. Но если у вас хватит терпения на нее, то ваша цифра будет идеальна со всех сторон, и ей можно будет украсить праздничный стол.
Высота моей пятерки 63 сантиметра, ширина 45. Дополнительно я ее украсила деревянными божьими коровками. Но это уже на ваш вкус. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. И не забывайте, что мне очень приятно читать ваши комментарии. С вами была я, Евгения Ващенко. И наш канал Семейный Handmade. Всем всего самого наилучшего и до скорой встречи. Пока-пока.